Американский мультикультурализм сформировал разнообразную национальную кухню, впитавшую в себе традиции и рецепты всех культур, которые когда-либо селились на американском континенте. Давайте посмотрим на несколько типичных американских блюд из разных штатов и проследим, откуда они появились и как заняли место в рационе американцев. Открой Америку. Культура потребления в США. Культурный салат. Что такое американская национальная кухня и как она родилась? Нет ничего более консервативного в мире, чем еда. Вкусы человека формируются с раннего детства, и за исключением профессиональных экспериментаторов, поваров и путешественников, люди остаются в рамках своих вкусовых предпочтений на протяжении всей жизни. Но в глобальном мире кухня становится все более разнообразной и доступной. И в этом смысле американская была одной из первых, которая сделала преемственность вкусов своей традицией. Многие блюда европейской кухни, перекочевав на новый континент, поменяли формат подачи и обросли новыми смыслами и ассоциациями. Взять хотя бы пиццу. В европейском сознании круглый итальянский пирог, который заказывают и съедают целиком за большим столом в кругу семьи и друзей с неизменным бокалом вина. Переехав в Америку, пицца стала уличной едой для рабочего класса. Первые упоминания пиццы в Америке связаны с волной итальянских иммигрантов, хлынувших через океан в конце XIX века. Итальянцы Нью-Йорка, Бостона, Чикаго и Филадельфии прививали вкусовые привычки неаполитанских и римских предков, продавая кусочки пиццы за 2 цента портовым и заводским рабочим. Звание первого итальянца, представившего пиццу американской публике, делят братья Джованни и Дженнеро Бруно, выходцы из Неаполя, которые стали продавать пиццу в Бостоне, и Дженнеро Ломбарди, открывшие первую пиццерию на Спринг-стрит в Нью-Йорке в 1905 году. Тонкое хрустящее тесто с томатным соусом в конверте из бумаги стало первым блюдом пиццерии Ломбарди, которую вскоре начали посещать все итальянские знаменитости начала века, включая оперного тенора Энрико Карузо. Оригинальная пиццерия закрылась в 1984 году, но через пару лет открылась вновь, через дорогу, на той же улице под руководством внука Ломбарди. За 100 лет пицца стала главной уличной едой северо-восточного побережья, а нью-йоркцы гордятся своими слайсами маргариты едва ли не больше, чем небоскребами. Местные специалитеты — источник гордости и часть идентичности жителей каждого штата. Луизиана, к примеру, помимо джаза и южной готики, знаменита своей традиционной кухней, и особенно гамбо. Гамбо — густой суп с овощами, мясом и говяжьими внутренностями, приправленный порошком из молотых листьев дерева сасафрас или окры, символ креольской культуры и кухни американского юга. Название блюду предположительно дали выходцы из Западной Африки. На языке банту окра звучит как кингомбо. Позднее гамбо стали готовить поселившиеся в Луизиане франкоговорящие моряки-каджуны и добавлять в него устриц, крабов и креветок. А в 1803 году гамбо впервые подали на губернаторском приеме в Новом Орлеане. Насыщенная ароматная похлебка стала любимым блюдом всех луизианцев вне зависимости от класса или рода занятий. И хотя рецептов гамбо существует больше сотни, и точно никто не знает, кто его изобрел, традиции французской и креольской кухни в сочетании с местными продуктами, вроде мяса аллигатора, сделали гамбо символом того самого плавильного котла, где ингредиенты разного происхождения создают яркий и понятный любому вкус. Вкус импровизации, дружбы и благодарности за прожитый день. Ну а с Запада в Америку проникали совершенно другие кулинарные традиции. Традиции островных жителей с их доступной свежей рыбой и многовековой привычкой питаться, что называется, правильно. Поке — гавайское блюдо, за последние 7 лет покорившее всех американцев от Аляски до Техаса, прекрасный пример функциональной и здоровой американской еды. Любимое блюдо гавайских аборигенов — поке — это плошка с рисом, сырой рыбой, водорослями и раскрошенными плодами свечного дерева, по текстуре похожими на маслянистый орех. Два наиболее распространенных варианта поке — с тунцом и осьминогом. Но, как и с большинством блюд наборного типа, заменять их можно на любую плотную рыбу без костей или морепродукты, а также добавлять кунжутное масло, имбирь, манго и даже заменять рис на зеленые листья салата.
Сытное и одновременно легкое блюдо, 70-х поки полюбился калифорнийским серферам, поскольку трудно придумать более подходящую еду для человека, который по несколько часов проводит на волнах. На Венес-Бич и сейчас можно найти несколько поки-забегаловок, принадлежащих фанатам серфинга и старым хиппи. По всей Америке поки стал простой и доступной заменой строгим и дорогим суши и сашими. Сети ресторанов быстрой еды и уличные торговцы быстро восприняли этот тренд и сделали поки-боул таким же неотъемлемым атрибутом городского жителя, как коврик для йоги и кофе на вынос. Американская кухня вобрала в себя традиции переселенцев и коренных жителей Северной Америки. Немецкие и скандинавские фермеры любили запекать рубленую говядину и дали американской кухне мясной рулет, который спасал американцев в годы Великой депрессии, а в 50-е стал признаком благополучия и простых семейных радостей. Английские протестанты привезли с собой яблочный пирог на землю, где никогда до этого не росли яблоки, и сделали его символом американской нации. Покорители Дальнего Запада запасались вяленой говядиной, удобной и питательной едой для долгих путешествий, которую теперь можно купить на каждой заправке. А коренные американцы познакомили переселенцев с кукурузой и картофелем, без которых теперь не обходится ни одно барбекю. Англосаксонская традиция простой и сытной еды переплелась в Америке с разнообразными пищевыми привычками иммигрантов со всего света, и, помноженная на практичность и открытость всему новому, сделала американскую кухню такой, какая она есть — разнообразной, понятной и чертовски вкусной.